Пойманный на камеру, Чингук тайно выполнил эту скрытую миссию по возвращении в Корею. Привет, армия. Когда звезда выбирает тьму, мир часто путает славу с самореализацией. Он видит вспышки света, кричащие толпы, дизайнерскую одежду, мировые сцены. И предполагает, что это и есть полноценная жизнь. Но под тяжестью всего гламура. Некоторые души ищут чего-то гораздо более тихого, чувства истины, заземления, возвращения. Что происходит, когда мировая суперзвезда, обожаемая миллионами, решает уйти из света рампы? Не ради перерыва, но и не для отдыха, а ради чего-то более священного — обещания, миссии. Воспоминаний. Это не история знаменитости, продвигающей какое-то дело. Это не история контента для камер или заголовков. Это история мужчины, сына, ученика, друга. И некогда потерянного мальчика, который снова нашел дорогу домой. И тем самым напомнил нам, что иногда самые яркие звезды сияют в полной темноте. Это тайное путешествие Джона Чингука. Фотография, которая изменила все. Для большинства это был просто очередной случайный вечер. Переулок был тускло освещен, спрятан в забытом районе Саула. Место, которое обычно не посещают знаменитости. Не говоря уже о ком-то мирового уровня. Но в 23 часа 3 минуты анонимный прохожий поднял телефон. И сделал снимок. Никаких фильтров, никакого кадрирования, просто инстинкт. Два силуэта быстро шли по переулку, опустив головы, застегивая пальто, словно они гонялись со временем. Подпись была почти юмористической. Кажется, я увидел кого-то знаменитого. Но почему он ходит так, как в шпионском фильме, лол? Чего этот человек не знал, чего никто из нас не мог догадаться, так это того, что в этот единственный момент тысяча историй вот-вот раскроется. Мировой фандом отреагировал как лесной пожар. Армии увеличили масштаб, проанализировали каждый пиксель, сопоставили ворота, плечи, шов толстовки, то, как его правая рука естественно скользнула в передний карман толстовки. Это был он. Но это был не Чингук. Золотой магни, облаченный в роскошь недели моды или подкрепленный свитой менеджеров и охранников. Это был человек, намеренно избегающий узнавания. Никакого фургона хайп. Никакого эскорта папарацци. Никакой тени телохранителя. Только один мужчина и один неизвестный спутник, идущие ночью, как призраки, преследующие забытое время. Воспоминания о хлебе и коричневый конверт. Несколько дней спустя внимание переключилось на причудливую пекарню, затерянную между многоквартирными домами. Из тех мест, мимо которых вы проходите сотню раз. Не замечая, если только они не хранят частичку вашего сердца. Госпожа Пак, пожилая владелица магазина, даже не узнала молодого человека, который вошел в ее магазин. На нем была простая черная кепка, белая маска. Одежда у него была темная, ничем не примечательная, но в его глазах было что-то теплое, чего я не видела годами. Он купил 2 куска орехового хлеба, точно такого же, как тот, что когда-то мельком показывали в видеоблоге BTS в 2016 году. Но на этот раз не было ни камер, ни смеющихся участников, ни названия видеоблога. Расплатившись, мужчина положил на стойку коричневый конверт. Он тихо сказал: «Это место помогло мне выжить, когда я еще пытался поверить в себя». И он так и ушел. Ни автографа, ни имени. Но что-то в воздухе изменилось для миссис Пак. Только позже она сказала, когда я посмотрела новости, я поняла, что это был он. Содержимое конверта осталось неизвестным. Но, возможно, это не важно. Важен был сам поступок. В мире, одержимом стремлением к публичности, Чингук выбрал близость.
В культуре, гонящейся за вирусностью, он выбрал воспоминания. Незнакомец, который избегает. Внимание. Вторая фигура, идущая с Джункук, вызвала новую волну домыслов. Он был высоким, с потрепанным рюкзаком и казался странно неуместным, не похожим на профессионала. Или сотрудника индустрии. Привлекло внимание то, что он ответил на звонок по-японски. И поэтому Digital Sleuth копнул глубже. Всплыло имя Хидэки Накамура, японский гуманитарный деятель, известный своей работой с детьми в регионах, охваченных войной. Человек, который когда-то стоял рядом с Джункук во время кампании ЮНИСЕФ. В 2019 году. Источники сообщают, что Джункук продолжал тихо поддерживать миссию Хидэки после их первой встречи, финансируя школьные принадлежности, чистую воду и продовольственные инициативы для детей-беженцев по всей Юго-Восточной Азии. Их воссоединение в душе не было связано с пресс-конференциями. Это не было о фотосъемках. Речь шла о завершении чего-то священного. Они вместе что-то доставляли. От одного человека, который никогда не забывал, откуда он родом, к другому, который никогда не переставал верить в людей. Две души, идущие в ногу, движимые не трудолюбием, а человечностью. Безымянные конверты. В течение нескольких дней несколько социальных фондов по всей Корее сообщили об одной и той же сюрреалистической картине. Молодой человек в маске, одетый в черное, вошел в их центры. Тихий, спокойный, скромный. Он говорил мало. Часто не более того, что подобные места когда-то помогли мне. Я просто хочу отплатить. Он оставил после себя коричневые конверты, без визиток, без сетей, без подписи, только доброту. Завернутую в анонимность. Один детский консультант сказал, он не хотел фотографироваться, не хотел, чтобы его имя упоминалось, но так низко поклонился перед уходом. У меня было такое чувство, будто я встречаю кого-то важного, даже если я не могла вспомнить его лица. И все же ни один из центров не опубликовал фотографии, потому что они поняли. Ведь он просил только об одном: пожалуйста, не делайте это обо мне. В цифровом мире, где движут лайки, клики и вовлеченность, Чингук выбрал путь тихого наследия. Возвращаемся к первому дому и истории миссис Хан. В скромном доме на окраине бассейна 82-летняя слепая женщина по имени миссис Хан рассказала историю, которая показалась мне слишком поэтичной, чтобы быть правдой. Была глубокая ночь. Я уже засыпала, когда почувствовала что-то такое знакомое. Духи из прошлого. Когда-то ими пользовался мальчик. Он вошел, голос дрожал, но сердце было переполнено. Она замолчала, глаза ее наполнились слезами. Он сказал: «У меня мало времени. Но я никогда не забывал твои слова. Ты самодостаточен. Чингук». К тому времени, как она попыталась ответить, присутствие исчезло. На следующее утро на ее пороге стояла коробка. Внутри шерстяные тапочки ручной вязки, теплое одеяло и письмо, напечатанное шрифтом Брайля: «Спасибо, что поверили в меня до того, как я научилась верить в себя». Госпожа Хан была первой, кто узнал голос Джункука не как грубый или несовершенный, а как потенциальный. Она дала ему смелость заниматься музыкой, когда мир еще не аплодировал ему. Он вернулся. Не для того, чтобы отблагодарить ее, а чтобы почтить ее. Вот что делают настоящие герои. Почему нет внимания? Почему нет постов? Почему нет документальных фильмов? Почему бы не позволить миру увидеть и поаплодировать этой доброте? Ответ: в тишине. Потому что Джункук не пытался вызвать восхищение. Он пытался запомнить. Он
Не хотел, чтобы его имя звучало эхом. Он хотел, чтобы помнили имена других. Людей, место. Незнакомцев и крупицы доброты, которые помогли ему стать тем, кто он есть. И, может быть, только может быть. В мире, где все бренд, самая настоящая любовь та, что остается незаклейменной. Потому что иногда благодарность шепчет «миссия», которая никогда не будет услышана. Мир знает Чингукапа. Кадром, выступающим на сцене, бьющим рекорды,